Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Спасибо вам. Огромная отдельная благодарность девочкам за комментарии. Ваши комментарии, они иногда трогают до слез. Те жизненные истории, они важны. Важно узнать об этом не только мне, но и девочкам, которые смотрят этот канал. Благодаря этим вашим жизненным историям, может быть, многие из нас смогут избежать каких-то опасных ситуаций, посмотреть на свою жизнь, на происходящее с нами под другим каким-то углом, в другом фокусе в каком-то это все подсветить. Элементарно ваши жизненные истории, они учат нас, как нужно, может быть, себя вести иногда с мужчинами или в принципе, да, в социуме, какие не нужно совершать поступки, чем не нужно руководствоваться, да. Часто мы под эмоциями, в страстях каких-то предпринимаем, не знаю, шаги, поступки совершаем, и потом раскаиваемся. Может быть, благодаря вашим этим жизненным историям мы сможем избежать очень многих каких-то болезненных ошибок, скажем так. Спасибо. Спасибо вам огромное за это. Отдельное спасибо. Тема сегодняшнего расклада, девочки. Плененный вами, насколько ему сладок этот плен. Сегодня не нужно загадывать никакого мужчину. Я сделаю сигнификацию этого мужчины. Сейчас сделаю. Если вы его узнаете, очень похоже на кого-то из ваших, да, знакомых мужчин, значит, соответственно, мы будем смотреть. Этот мужчина, он пленен вами, да, влюблен в вас, как минимум. Насколько ему комфортно в этом состоянии, да, посмотрим. Он остается собой в этих отношениях, с этими эмоциями к вам, или ему они в тягость, девочки. Насколько ему комфортно в этой любви к вам. Опять-таки, посмотрим. Этот мужчина, что его больше всего цепляет у вас, что нравится ему у вас, и что это за какие-то эмоции, да. Это просто зависимость какая-то физическая, может быть, химия, да, так называемая, эмоциональная зависимость. Что у этого мужчины к вам? Итак, мои хорошие, прежде чем сделать сигнификацию, еще хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Для вас это мелочь, а я стараюсь, и мне будет очень-очень приятно. И благодаря вашим лайкам YouTube будет предлагать это видео еще многим-многим девочкам, для которых это тоже может быть очень полезно. Эта информация в свое время может быть очень полезна. Да. Так. Мужчину смотрим, да? Ух ты, сразу у меня какой-то павлин, хитрый лис, белая ворона, ведьма. О чем это? О чем эта история? Так, это мужчина у нас. Мужчину показывают мне по карте павлин. Ну, мужчина себя любит, привык даже где-то хвастаться своими достижениями, как минимум, знаете, показывать их, выпячивать их где-то. Внешне привлекателен, знает, что нравится женщинам. Такой мужчина, скорее, даже если он не совсем тянет, какой-то материальный у него есть уровень, да, если он, допустим, до конца даже не может закрыть потребности материальные свои, он ни в коем мере не будет об этом говорить. Он лишний раз, наоборот, подчеркнет, что я могу себе позволить и то, и то, и то. А тут, ну, пример, допустим, ну, ладно, брендовую одежду какую-то это может оставить в сторону. Тут, допустим, человек прекрасно понимает, что он не совсем тянет, там какая-то недвижимость, максимум ему по карману, если можно так сказать, там какая-то там двушка в каком-то спальном районе.
Нет, он будет, может, будет в ипотеку брать, может, какие-то долги залезет, но он возьмет там 3-4-комнатную какую-то там, какие-то апартаменты, в общем, в каком-то лучшем элитном районе. Ну, понты где-то, да. Ну, как-то так вот. То же самое в общем уровне жизни. Там, отдых какой-то он может позволить себе там в деревню в Простоквашино съездить, да, нет, он влезет в какие-то опять-таки в долги, выкрутится, она съездит там чуть-чуть круче себе уровень какой-то позволит, уж не знаю, Турция, Египет, еще что-нибудь. Ну, насколько хватит у него это, замахнуться смелости. Вот почему-то говорит, что его как показана карта, как будто бы несет этого человека. Вот, нужно ему показать вот, завышенные какие-то вот, даже не то, что он требования к себе, нет, ему важно показать себя круче, чем он есть на самом деле. Важно это социальное одобрение, вот так вот. Кстати, у него по этому поводу много проблем. Тут карта лабиринта и сущность, вот это вот, как будто бы он может стать сам заложником вот этого вот видения себя в этом мире. Вот как меня должны все воспринимать. Вот это вот какой-то как где-то сам себе на 5-ю точку проблемы создает. Попроще. Ему бы попроще быть, было бы проще. Может быть, да, ему жить бы. Так, а вообще человек по карте воин скорее разрушает, чем созидает. Мне такое ощущение, как будто бы человек огромное у этого мужчины. Он акцент делает в первую очередь на себя, на себе. Вот тут как вот так, так. Это он хитрая лиса. Ну, скорее хитрая лиса, если это касается, если он не свободен, может у кого-то, так как карта кольцо вышла, то человек такой хитренький во взаимоотношениях, может что-то утаивать в семейной жизни, может быть, как двойные стандарты, какую-то, знаете, жизнь ведет закулисную, какую-то ту, которая не нужно знать его, допустим, супруге. Ну, вот так вот идет. Почему-то у меня вышла еще женщина с мечом. Скорее всего, он не хотел бы, чтобы женщина его контролировала. А скорее всего, так и происходит. Женщина этого мужчину пытается контролировать. В семейной жизни может быть охлаждение. Так, белая ворона. Это вы, белая ворона? Белая ворона. Это не он, это вы, белая ворона, которая попалась в какие-то сети, в паутину какую-то выстроенную. При этом может быть женщина, тут сочетание, это скорее всего на вас. Белая ворона, ведьма. Как будто бы два разных мира встретились. Вот мне так идет. Как люди из разных миров. Разные, может быть, моральные какие-то ценности, установочки. Такое вот, как будто бы, в принципе, видение мира разное. Почему-то тут какое-то неустойчивое положение. Так, это у вас, это у него. Нет, это у него все хорошо. У него тут карта солнца, цветет и пахнет. Чтобы надеяться, дороги открыты. Где-то как маленький ребенок даже себя ведет. У вас почему-то состояние какое-то нересурсное. То ли вы не уверены в этом человеке, то ли во взаимоотношениях. Как минимум вам бы хотелось, чтобы взаимоотношения совершенно по-другому как-то протекали. Тут показано еще, скорее всего, ваше, раз на него солнце, то у него вроде все и неплохо. А это скорее ваше состояние какое-то, где вы не совсем ему доверяете. Уже болезненный опыт был, вы уже этот какой-то меч перед собой держите, из-под лба смотрите на всю эту ситуацию, на все происходящее. Где-то кто-то начал увлекаться эзотерикой, психологией, дабы разобраться вообще в какой-то текущей ситуации, во взаимоотношениях с этим мужчиной. Может, вы кардинально даже изменились благодаря этому человеку. Хотя задатки, вот белая ворона, это, ну, сами понимаете, вы не всегда чувствуете себя в своей тарелке, какое-то окружение рядом вас. Люди, вы можете быть, знаете, как чужой среди своих. Вот такое вот. Опять-таки, какая-то инаковость. Вообще, похоже, вы
недополучаете от этого мужчины каких-то тут карты безденежья. Я не буду читать это материально, там, заботы, внимания, подарков. Хотя тут и такое может быть. Ну, павлин, скорее всего, такой мужчина больше внимания на себе уделяет, да, растворяется в себе любимом. Вот почему-то мне так идет. Больше как-то фокус на себя. А у вас, скорее всего, даже элементарная человеческая какая-то не хватает, ну, нежности, может быть, заботы. Сейчас посмотрим. Чего-то как будто бы вы недостаточно в этих отношениях, или как будто бы вам действительно этого хотелось бы, но вы этого не получаете. Как-то на мужчину мало, больше вы вышли. Так, давайте я еще на мужчину посмотрю. Покажите мне, пожалуйста, конкретно мужчину, плененный вами. Мужчина, какой он? Мужчина, которому очень важно всегда получать победу, да, может, сатисфакцию какую-то. Мужчина какой ради этой самой победы заветной, карта упрямства, может быть, знаете, вот мне прям так перед глазами человек, для которого очень важно знать, чувствовать, что вот я победитель в данной ситуации. Знаете, такое выражение есть: для тебя что важнее, типа одержать эту победу или выстроить какие-то классные доверительные отношения, гармоничные. Так вот, этому человеку победа для него на первом месте. Ну, тут как-то упрямо он идет к достижению этих побед. Опять, может быть, как по головам даже. При этом человек, груз ответственности на самом деле на нем лежит. И тут карта еще медведь говорит о том, что материально он вполне возможно несет ответственность за кого-то, за что-то вкладывается во что-то. И причем это не одно, да, это, допустим, там, если детки, то это и образование, если там жилищный какой-то, да, вопрос, то он тоже опять-таки выплачивает деньги для того, чтобы, может быть, там, его семье или кому, или ему там, но опять-таки как ответственность за кого-то, за что-то. То есть это человек, я не могу сказать, тут первая, конечно, карта такой, типа красавчик, самовлюбленный где-то, мнение о себе, будь здоров, да, но тут, тем не менее, человек материально, я вижу, действительно зарабатывает, вкладывается, несет этот груз ответственности, и он огромный. Так, опять-таки, тут почему-то мне карта еще вышла, карта интуиции, если мы на него смотрим. Может быть, у человека в последнее время, да, какие-то, ну, не знаю, там, не инсайты, а какое-то, как, ну да, озарение какое-то, да, опять-таки, инсайты те же самые, интуиция, он как будто бы может прислушиваться к себе, как внутренний человек меняется, прислушивается. Сколько? Человеку вполне возможно на такой период, знаете, ему, если ему скучно, он еще ищет где-то развлечений, карта Солнца. Нужно постоянно подпитываться энергией, наполняться этой энергией. В том числе, может быть, тут карта творчества, он может быть талантливый и ищет, опять-таки, если не всегда получается ему подпитаться, карта огонь, он пытается эту энергию направлять в какое-то вот это творческое русло опять. Почему-то мне так идет. Какая-то борьба постоянно идет у него внутри. На месте человеку не сидится, тут точно. Опять-таки, если где-то тут высшее я, это эгоизм, солнце, эгоизм, если он не получает подтверждения от собственной значимости, для него это очень важно. Вполне возможно, тут даже с какой-то женщиной не идет, это ему не удается, допустим, получить это подтверждение. Какую-то борьбу он постоянно с какой-то женщиной ведет. Вот мне так еще идет.
эта женщина ему не совсем дает этого тоже ощущения собственной значимости, может, стопроцентного какого-то, как, знаете, вот, я ее обаял, я ее подчинил, она вся в моей власти. Тут какая-то борьба идет между женщиной и мужчиной. Повторюсь. Давайте посмотрим. Вот этот мужчина, если вы его узнали, надеюсь, вы узнали, ну, он пленен вами. И насколько сладок ему этот плен. Давайте посмотрим, что это в данном контексте. Это зависимость какая-то, физическая, химия, да, эмоциональная зависимость. Ему это в тягость, эти эмоции. Он остается самим собой в этих отношениях, или ему это все в тягость? Это любовь. Что они хотят показать тут? Показано, девочки, он чувствует себя одиноким в доме. Так как идет, так я и... Даже не знаю, вот вы воспринимаете как хотите, но тут карта дом, в доме одиноким себя чувствует. Хитрит по поводу верности. Скажем так, леса и верность, карта семья. Тут человек старается приспосабливаться. По карте хамелеон. Ой, скажем так, хотелось бы ему показывать себя по карте мораль, как открытые ладони, честным, добрым, честным каким-то, публика морали, да. А тут карта хамелеон, то есть человек вовремя подстраивается, перестраивается. Я не знаю, что мне такое показывают. Сейчас. В чем это? Человек очень боится каких-то сплетен, которые донесут его какой-то женщины, карта воительница с мечом женщина. То есть женщина реально может мечом шандарахнуть, да. Почему-то он боится этих сплетен, поэтому вот как-то приспосабливается. Тут такое карта маска, в маске ходит. Так, что это за хитрости по поводу верности? Смерть, трансформация. Тут как будто бы человек надеялся на один какой-то исход, ну, на одно течение какое-то, как оно должно, ему казалось, должно быть. Карта подарочек. А тут вместо такого подарочка какой-то злобный как клоун выскакивает из этого подарочка. Как будто бы, может, материально он какую-то стабильность имеет, и по карте радуга его это радовало, да, заставляло, может быть, в принципе, он говорил, сюда все мои потребности закрыты. Но такое ощущение, как будто бы он себя сейчас, он чувствует с этими цепи вокруг шеи, почему-то как связан, какие-то ограничения. Это уже длительное время. Ой, девочки, не знаю, о чем это вообще. Иерофант. Ну, опять вот какой-то якорь. Тут якорь — это стабильность, а тут иерофанты. Якорь, как будто бы, девочки, ему какой-то брак, союз, это иерофант сюда идет. Где-то он себя чувствует, опять-таки, как утопленник, да, ну, какой-то по этой карте тоже идет как, ну, повешенный. Ему так хотелось бы яркости, ему хотелось бы... Вообще, у меня такая картинка складывается, девочки, что человек может быть в каких-то взаимоотношениях, а яркость жизни как будто на стороне, и ему бы хотелось этой яркости жизни где-то добирать. Ну да, страсти, темперамента. Вот такое, как будто бы оно у него есть, какая-то тут стабильность, но в то же время ему бы хотелось каких-то страстей, что-то свою жизнь разнообразить. Вот так мне идет. Так, а ну давайте я посмотрю.
в отношении вас, к вам. Что преобладает? Ну, вот они мне показывают картинку. Карта рост, вроде бы как отношения начинаются, они к чему-то там, вы стремитесь, он к чему-то стремится, рост развития. Потом ощущение того, что преобладает, тут игра какая-то идет. Игра, причем карта страхи. У этого человека очень много страхов по поводу... Тут как-то логично, если он не свободен, девочки, корни. Как это все, эту тягу к вам, любовь к вам, как это все страхи совместить, карта корни уже с тем, что есть, да? Это какая-то опасность, это ему что-то стрёмненько как-то ему это все. И карта этих крабики, шаг вперед, 3 назад. Может, человек сам себя тормозит. Так, я правильно понимаю, что человек может сам себя тормозить? Ну вот смотрите, ему страшно, потому что тут ему кажется, вы привлекательны для него, сексуальны. Но ему кажется, если он сделает один какой-то неверный шаг, одно какое-то неверное какое-то решение примет, то вот эта вот девочка, она поднимет эту юбочку, тут дракончик, который зажарит этого рыцаря. И опять, вот тут 7 чаш, она такая какая-то иллюзорная, да, это же иллюзии, фантазии. И тут опять-таки вот девочка сидит возле этих норок и этих зайцев, вот выскочил заяц, по идее она должна его ловить, она не ловит. То есть даже эти шансы какие-то, он, может быть, боится их взять, он не ловит. Хотя, по идее, испытывает чувства, эмоции испытывает. И такое ощущение, хотелось бы развивать эти отношения с вами. Тут как будто бы ощущение, я нашел то самое желанное, прижать хотел бы к сердцу. Но тут как будто бы вот эти, как его накрывают эти эмоции. Даже когда его накрывают, он может какие-то совершать поступки такие опасные, где он реально может слететь. Вот тут как-то девушка на этом коне скачет, слететь в любой момент может. А потом как будто бы человек может отдаляться. И как, тут ситуация такая, человек как будто бы закрывается, отдаляется, как абстрагируется вообще. И просто тут не берет никаких шансов. Тут страхи, опять страхи какие-то. Причем страхи, они, по большому счету, они какие-то надуманные, эти страхи. Тут как будто бы в человеке борется и любовь, тут чаша, и тут страх совершить какой-то поступок, какой-то необдуманный, да, как будто бы поступок, который повлечет за собой какие-то последствия, которые его не устраивают. И тут вот желание где-то понаблюдать за ситуацией, как она будет, как будет протекать. Тут отказ от этих шансов из-за страхов, отказ от шансов даже в любви из-за страхов. Так, рассмотрю еще. У этого мужчины к вам что преобладает? Зависимость, физическая, эмоциональная, химия. Что это в отношениях вас? Ну что преобладает? Ему бы так хотелось к вам ключик подобрать. Он вас видит спасателем. Человек, который раскрасит где-то его жизнь вот этими яркими красками. Это то, чего ему там не хватает катастрофически. Радость принесет, наполнит эту жизнь радостью. При этом он старается как-то так... Вот тут карта весы изображена. Видите, тут на весах с одной стороны условно сердце, с другой стороны условно мозг. Он старается как-то, знаете, все взвешивать, как-то, ну, опять-таки, свои какие-то поступки продумывать. Для чего? Для того, чтобы получилось какое-то, в его понимании,
Тут взаимодействие, ну, ценное, выгодное даже, я хочу сказать, где-то для него. Он считает вас сокровищем, он считает, что ему повезло, что он даже вас встретил, и что с такой женщиной, такое сокровище, как будто бы идеально могли бы выстроиться отношения. Но тут как будто бы человек вообще все дозирует, все взвешивает, как-то так. Ему комфортно в этой любви. Карта рыба, удача. Он считает вас, и то, что он вас встретил, это удача. Карта женщина. Женщина, которая приносит удачу. Ну, карта букет. Вы для него красивы. Женщина, которая, опять-таки, повторюсь, вот эту радость яркой жизни ему дает. Тут любому она может это дать. Так. Что больше всего вас его цепляет? Господи, насилие, неравенство цепляет. Что больше всего цепляет вас? Знаете, мне так идет, как будто бы он у вас считывает женщину, у которой был уже тут жизненный опыт, будь здоров. Вы можете считывать малейшие какие-то его, знаете, какие-то его, даже не поступки, а даже намерения какие-то. Вы как будто бы, у вас есть этот жизненный опыт, и вы его применяете. То есть вы... как будто бы он только где-то пытается как-то себя повести, может быть, где-то даже проманипулировать, а вы уже даете какую-то реакцию такую, тем самым, ну, как-то вот тут вот какие-то реакции вы даете такие, как будто другие женщины так себя не проявляют. Вот я даже не знаю, как вам это объяснить. При этом это все за маской с вашей стороны, ну как маска, это уже ваш опыт, и вы уже как-то спокойствие, вы уже это все пережили, вы испытали очень многое. Поэтому, опять-таки, тут какие-то и ревности, может быть. Даже он может вас провоцировать, девочки, вот тут такое тоже. Он может вас провоцировать на ревность, а вы эту ревность не показываете. Вот у вас тут их спокойствие, гармония, цветете и пахнете. Может быть, даже обратно ему давать эту ту же самую какую-то реакцию. Тут какая-то игра такая, знаете, идет. Причем тут даже, я не знаю, сколько вы, но мне кажется, он может переходить грани. Почему? Потому что тут карта насилия, тут эмоциональное насилие и неравенство. Тут дальше идет ревность, закрытие карты. Карта, говорящая о том, что, знаете, как говорят, любви все способы хороши, да, всем, как это, ну да, для того, чтобы достигнуть какие-то цели, все средства хороши, да, в любви. А тут мужчина может даже очень как-то некрасиво себя вести, как-то, может быть, вызывать в вас эту ревность, где-то даже пытаться обесценить. Но его больше всего цепляет то, что вы как будто бы ему какую-то такую даете взамен реакцию. Ну, ему может быть даже интересно, нестандартно, повторюсь, как-то. Женщина уже с опытом, женщина уже научена, может, сама уже какие-то, не то, что не говорю, что вы пикаперские эти прошли курсы, но, по крайней мере, вы понимаете, что происходит в момент. Вот уже. Ну, как будто бы даже где-то, вот если это игра какая-то, то ему это очень интересная игра. Но тут, я же повторюсь, он может переходить грань. Тут аккуратно. Так, ну, цепляет, хорошо. Что больше всего у вас нравится? Ух ты. Фу-фу-фу. Что больше всего у вас нравится? Смотрите, он считает вас очень сильной личностью. Женщина, даже у которой, если там и были проблемы в жизни, как у любого из нас, да, может быть, проблемы с партнерами бывшими, даже с ним, если были. Женщина, которая могла пострадать, этот энергетический пробой, могли там, депрессия, не депрессия, но состояние
вообще не ресурсное какое-то. Могли на время, карта черствое сердце, как будто бы закрыть свое сердце. Да, другая бы навсегда закрыла сердце, болезненный опыт, все, и жили бы какую-то там своей жизнью. Нет, он говорит, больше всего нравится в вас то, что вы, несмотря на вот эти действительно какие-то болезненные ситуации, он видит вас женщина, которая намерена свою жизнь изменить к лучшему. Мало того, что просто намерение, вы делаете какие-то шаги, он это так считывает вас. Карта взлет, идете тут на взлет, может новые какие-то поставила перед собой цели, проекты какие-то, в принципе, мечтаете о чем-то. Мечтаете о чем? О том, что карта жатва, собрать достойный урожай. Вы не хотите всю жизнь вот каких-то таких вот, да, эти карты, видите, серо-черные какие-то. Вы не хотите такую свою жизнь видеть. Вы хотите видеть ее яркой, наполненной. При этом, ну, чем нравитесь? Тут карта императрицы, смотрите, какая она роскошная. Нравитесь внешне, нравитесь. Тут основная, я могу сказать, основной подтекст этой карты, я так считаю, это уважение к самой себе. Женщина, которая уже не позволит в отношении себя каких-то там поступки, да, не будет закрывать глаза на какие-то некрасивые поведения мужчины, опять-таки. Ну, чем нравитесь? Тем, что вы страстная, тем, что вы не, тут не то, что несмотря, и тут одно другому не мешает. Красивая, умная, желанная, вот по этой карте страсть, тут вообще женщина, которая может быть раскованной, где-то позволяет себе, знаете, не придерживаться даже каких-то там общепринятых стандартов. Уважайте себя, любите себя. Тут в этой карте тоже императрица, это все. И тут карта страсть, это женщина, которую влечет, тянет, физически тянет. Но тут, я думаю, что у него тут все вместе. И страсть, и уважение, и какие-то ваши действительно оцененные качества по достоинству. Тут сила духа ваша, да, какое-то вот намерение. Я все равно буду счастливая, несмотря ни на что и вопреки всему. Все, такой сегодня получился расклад, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.